Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера, и сегодня мы с тобой продолжаем путешествие в Overlord The Fellowship. Почему я всегда говорю The? Неважно. Fellowship of Evil. Братство зла, a.k.a. Да. И мы, собственно, в прошлой серии с тобою молодцы, собрали полностью все сердце бездны, и Гнарл, наш советник, сказал такой типа... Ну, пойди просто зло потвори, я пока не знаю, чем тебя еще занять, поэтому иди, там глухомрачье, что-то вот там вот все плохо, там крестьян превращают в смотрящих, ходи туда. Вот. Сияющая справедливость, Тур Компани, предлагает путевку в глухомрачье, вероятно, с целью привлечь больше смотрящих, вывести их из бизнеса ради общего блага и осколок силы с их страданиями, прервать туры в глухомрачье. Ну, поехали. Кажется, последствия вашей резни в глухомрачье очень привлекло местных зевак. Туристы возвращаются. Окей. То есть колхозникам нравится, когда их убивают. Ну, а почему бы и нет? Мелодификация ужаса, розово-пушистый стеклянный взгляд, песня о том, какой маленький этот мир. Ох уж эта мелодификация. Пообщайтесь с представителями прихвостней каждого цвета, чтобы улучшить их способности. Пообщаемся. Добро пожаловать на наш тур ужасы глухомрачья. Только свистните, и если вам это нужно, мы придем вам на помощь. Начните дуть в свистки. Ладно. К слову. Пожалуйста, отойдите от самого лица зла. Безопасность, безопасность. Держитесь в своих группах, пожалуйста. Не бойтесь, сияющее правосудие здесь. К слову о том, чтобы шокировать. Я-то думал, это какая-то пародия на стан будет. А как оказалось, это, видимо, урон электричеством. Причем, собственно, в предыдущий, да, так сказать, в предыдущий раз, когда мы этот меч купили, он так молниями не сверкал. И я-то думал, ну это просто стан, какой-нибудь дополнительный станлок у этого меча есть, но все оказалось гораздо интереснее. Ну зачем ты застрял? Ты же мог так красиво, там, не знаю, удариться об лампу головой и умереть. Так, идемте искать лут, собирать, собственно, его самый родимый. Ребятульки, работаем. Работай. А чё так мало трофеев? Как-то очень мало. Пятна зла. Теперь салфетки с надписью «Зло» исчезает, доступны в магазине сувениров, я так понимаю. Получается, это что? Это что у нас? Это неплохие такие у вас тут туры. Пожалуйста, идите сюда и будьте осторожны. У нас недавно было несколько неудачных падений. Неудачные падения, они действительно дадут вам кредит, которого вы заслуживаете. Кажется, не бывает такой резни, с которой кто-нибудь не пытался бы заработать денег. Ну, вообще-то, да. Вообще-то, да. Обычно, собственно, резня как бы является самым прибыльным предприятием, как показывает мировая история. У меня создается ощущение, да, что это все украли у нас из нашего, собственно, из бездны. Зло, настало время, перские твари. Вы не пройдете дальше. А вот такого вот. А жареных гвоздей не хочешь, урод? Такого я не ожидал, сука. Впервые за все время, что мы играем в эту игру, красные миньоны хоть как-то себя проявили. Вот, ну, типа, тем или иным образом, хоть чуть-чуть.
но показали, что они не совсем как бы бесполезны. Так, я вижу, что лут спавнится впереди. Я получу по лицу, но я соберу его побольше. Зачем? Как вы думаете, могли бы вы прихватить мне открытку или, может, магнитик? Да, возможно, могли бы. Но как-нибудь потом. Так. К слову, когда уже у нас восстановится наша кухня, потому что я почитал, и вот эта вот валюта, которая у нас миллион и маленькая тележка, и которую мы не можем никуда потратить, блин, это валюта для кухни. Ну, собственно, там, последний вид ее, скажем так, собственно, валюты, который почему-то не отображается здесь. Но что-то там на кухне можно будет с этим делать. Тикет. Пожалуйста, избегайте, пожалуйста, не валяйте дурака, и, пожалуйста, не катапультируйтесь. А то преждевременно скончаетесь и не курите, спасибо. Но не будем. Хорошо. Получайте, проклятые колхозники. Вы на экскурсию пришли, вот как бы и развлекайтесь. Я не буду с вами вот это тут чучкаться. Так сказать, под горячую руку попадут все, кому не нравится. Он умер? От чего? От спида, что ли? Я не понимаю. Почему он умер? У него же было, типа, там, 2/3 хп, когда я от него ушел. И он просто умер? Давайте взорвем его красненькими. Вот так вот, вот так вот. Зеленые миньоны, давайте, пожалуйста, убивайте его. И я рассчитываю на ваш гигантский урон, между прочим. Давай, ну, умри. Ну еще. Ля-ля-ля, полетел. Ты видел? Космонавт, сука, огненный. А куда он? Не оплатили билетик. Тем, кто не оплатил билетик, запрещено преждевременно покидать поле боя. Кстати, было бы забавно, если бы чертова вот эта вот сувенирная лавка работала. Хоть в каком-то ее виде. Так, ну, собственно, поехали. Собирать лут. А может она и... Нет, не работает. И ничего с ней сделать нельзя. И это очень грустно на самом деле. Просто потому что, ну, как-то хотелось бы как-то интерактировать. Давай, давай, повеселее. Я имею в виду бойню. Ладно. Будем веселую бойню устраивать. Что уж тут. Я надеялся, что щит меня спасет. Не спасает. К слову, раньше эта штука меня не двигала. С чем это было связано сейчас? А кто его знает? Почему она наносит урон мне сбоку? Да господи. Ну, я же не наступил на нее. По сути. За что? За что буллинг? И почему они не присасываются, так как присасываю? Трофеи? Ничего нету. Но мы, собственно, проиграли эту гонку. Зато мы посмотрели, что в том углу, и больше мы туда не будем возвращаться. Во всем нужно видеть свои плюсы. Что за... Ля, выставка тележек. Неплохо, неплохо. Так сказать, все для людей, все для колхозничков. Сука, что наделал? Что ты наделала, ловушка? А что, они исчезли там? Да, они попытались убить тележку, не смогли из-за этого, как в Disco Elysium, сели на неудобный табурет и умерли. Кажется, зло довольно популярно в эти дни. Это должно увеличить нашу прибыль. Да, я предлагаю, собственно, так сказать, национализировать эту компанию, потому что, а чё они приперлись, сука, в нашу бездну, там раскрутились, а теперь тут вот это вот устраивают. Так, давай, лечи меня. Приноси пользу обществу, а я пока убью вот этого вот паренька. А и вот этих, собственно, пареньков. Вот так вот сделаю как-нибудь. Ах ты, сука. Уроды. Просто бездушные, бесцеремонные твари, которые пытаются меня постоянно убить. За что? Казалось бы, я ведь им ничего плохого-то не сделал. Пока что лишь я страдаю от их рук. Собственно.
А чё так долго длится этот эффект заморозки? А можно он уже кончится хоть когда-нибудь? Давай, делай грязь. Какой же он жирный, просто ужас. Я... Ладно. Продолжаем бить приспешников все еще правосудия. Осколок отлично заряжается. Я считаю, что как бы можно было бы им просто дать меньшее количество здоровья. И все было бы гораздо более прекрасно, великолепно, жить было бы гораздо проще. Ну, типа, они бы не так напрягали. Просто на самом деле, да, вот ты убил уже всех, и у тебя остается этот урод с щитом, которого ты не можешь убить быстро, и ты вынужден тогда стоять и делать с ним это бра, по одному ударчику. Давай, братюня, ковыряемся. Ну, я, конечно, не раскрыл какой-то секрет их быстрого убийства, из-за которого вот он сейчас вот как будто, я не знаю, что с ним случилось, но, в общем, да, умер. И, может быть, есть какой-то, сука, секрет. А может не сработать, если туристы действительно храбры или по-настоящему глупые. Нет, нет, скорее не глупые. Они всегда глупые. А посмотрите на это с другой стороны. По крайней мере, кто-то ценит вашу работу. Справедливо. А при чем тут его работа, если это явно какие-то гномии, сука, приблуды? Что, блядь? А можно не... Можно не такой агрессивный маркетинг? Я ж, блин, это... Вообще-то, пока что смертный. Так, собираем кубики для прокачки наших любимых и многоуважаемых штук. А тут ничего нету? А, ну, сука, зря сюда поворачивал. Но этот путь, кстати, более короткий. Я бы, наверное, лучше бы пошел им. Но что-то, видимо, не задастся. А есть ли что-нибудь, на что туристы не хотят смотреть? Да. Ну, к слову об их глупости. Если они готовы, так сказать, восхищаться выставкой тележек. Что там? Ой, ёб твою мать, там эти проклятые жиробабы, которые взрываются и убивают моих прихвостней. Во второй части, к слову, они их просто переманивали на свою сторону, я помню. Ну, как бы не переманивали, они их очаровывали, а потом падали на них своей жопой и убивали. Было бы забавно, если бы они эту механику сохранили, потому что, ну, как-то... К слову, к вопросу о пандах. Я вот сейчас задумался. Ля, что это такое? Это, это маски. Это маски из Rising Hell. А впервые, я помню, мы встречали панд, собственно, во второй части. И если мне не изменяет память, то миньоны были крайне... Вы знаете, экскурсия выглядит довольно хорошо, интересно. Мог бы мистер Гнарл проводить ее? Так вот. Панд-то мы встречаем во второй части, если мне не изменяет память. Да, то как бы мы там... миньоны очень удивились им. А если учитывать, да, так сказать, повествование этой игры, что там нам рассказывали, может быть, это, конечно, грехи перевода, но тем не менее, как бы, вроде как мы не должны знать о том, кто такие панды, потому что они там водятся на каком-то острове, на котором мы вообще случайным образом попали, и все это было настолько, как бы, сумбурно, с трудом верится в то, что в итоге мы знали на самом деле о том, что они есть, и жрали их все это время. Потому что как бы овчину не завезли. В общем, непонятно. Кажется, это, к слову, статуя богини-матери. А масочки в Инте из Rising Hell это масочки забытого бога. Вообще это глухомрачие выглядит как часть бездны. Как будто вот это должно быть частью бездны, но кто-то забыл сделать это частью бездны и назвали по-другому. С другой-то стороны ведь у бездны было очень много филиалов.
да, скажем так. Очень много филиалов, очень повсюду, очень везде. Ага. Вопрос. Вопрос. А, это просто обходной вокруг. Ну и зачем? Ладно. Вот. И может это один из филиалов, собственно, бездны. Потому что вот эта сцена выглядит один. О, смотрите, какой шлем. Тяжелый. Можно мне примерить? Не позволяйте им касаться вашего шлема. Не позволяйте никому касаться вашего шлема. Я чисто крысич, реально. Украли шлемы. Так вот, сцена похожа, собственно, на сцену из Rising Hell. Смотрите, это они. Они пытаются испугать вас. Нет. Каждый может вперед куда хочет. Быстро. Что-то я не размялся. Не успеваю. Не поспеваю я за местными диалогами. С другой стороны, они порой достаточно как бы медленно идут, а порой как какие-то уж слишком шустрые. И ты как бы не успеваешь осознать, а что еще происходит и почему диалог так быстро ушел вперед. И начинаются они порой, конечно, так не очень ловко и уютно. И ты как бы думаешь, блин, да за что? За что вы меня все время перебиваете? Так, и тебя убьем. Ага. Все, всех врагов мы победили. Я думаю. Надеюсь, по крайней мере. Так, давайте сломаем и заберем с собой сферки. Потом, если нам, так сказать, посчастливится, купим себе новый красивый меч. И будет все очень прикольно у нас. Этот тварь сейчас взорвется, да? Собака ты сутулая. Да господи, их что, две? Или... она просто зависла в анимации своей собственной смерти. Но это еще куда не шло. Звучит, по крайней мере, прекрасно. Слушай, а вот, ну, типа, если я буду бить обычным, да? А, нет, он успевает отвечать. Слушай, больно отвечает при этом. Так-то как бы я бы вроде бы и не прочь побить его быстрыми ударами, но он очень больно отвечает, а кроме как отправлять врагов в рэгдолл вот этим бесконечным станлоком, заставлять их быть куколками моими и вот это вот все, больше-то ничего и нету интересного, да, сказать, механически в боевке этой игры. Поэтому, ну, как бы, будем играть так, как игра нам дает играть. Выберем истинный путь, так сказать, Оверлорда. Я же ведь злой. Кто говорил, что я должен играть по правилам? Правильно, никто не говорил. С другой стороны, вот, блин, каждая часть Оверлорда, да, она такая говорит, ты типа истинное зло. И в начале игры ты такой, да, я хочу быть истинным злом, но в итоге игра такая, типа... Ну, на самом деле, как бы, добро гораздо более злое, чем ты. Поэтому ты должен его остановить, чтобы восстановить там баланс, мироздание, вот это вот, все вот эти приколы. И ты такой думаешь, а ну, типа, какого хера? Ну, то есть, я бы хотел быть просто злым, допустим. Почему нету игры про вот чисто очень злого человека, максимально злого человека, который просто творил бы зло? Я бы с удовольствием в это поиграл. Просто надоедают игры, в которых ты постоянно творишь добро, ты добрый. Ну добрый, ну и что? А толку с того, что я добрый, так сказать? То есть мне как бы это никаких плюсов в карму не дает особо. Так, слушайте, давайте его сюда вот выманим. Сюда вот. Я тут пока пофармлю кубиков. А вы зависите на месте. Ладно, да, я понял. Тактика галактика получается какая-то. И в итоге он там остался 1 на 1 с одним бурым, а остальные как бы и бежать. У бурых вообще какая-то очень большая проблема с роутингом, потому что когда мы дрались вот с этим одноглазым этим уродом, да, как бы летающий гигаслизень, назовем его так. Он как бы
зеленые пробегали сквозь завесу и нападали на него нормально, когда, да, когда типа было время нападать зеленых. Вот. А у бурых были какие-то прям вообще лютые проблемы с этим, и они прям, ну, не могли там пройти, да, они такие типа, о боже мой, о нет, о боже мой, это же стена, а как мы туда пойдем? Причем стена как бы их цвета. Да-да, это так называемое зло, я видел это раньше. Теперь идите и разделайтесь с ним. Ладно. Пойду разделаюсь. Самое стрёмное, я вот думаю, а сколько вообще мне это дает? Типа 3 секунды. Ну или около того. Не на что пялиться, пока мы не доберемся до чего-то там. Собственно, я не очень понимаю вот этих приколов с гонками, да. Возможно, это задумывалось как мультиплеерная дополнительная забава, да, там, так сказать, посоревноваться с друзьяшками, когда вы играете вместе. Проблема лишь в том, да, что как бы вот местами игра очень сильно затягивается, да. А строго никаких возвратов. Меня не волнует, что вы потеряли конечность. Бюрократия, истинное зло. Штурмуйте палатку, штурмуйте палатку. Берите охранников обратно, верните. Ага. Ну так вот, собственно, да. И о чем это мы? О чем это я? О чем это я говорил? Перебили, сука, опять перебили. А как вспомнить? Ля, они его перевернули. Кажется, они его там сожгли. И почему тут горит теперь огонь? А я получаю урон? Сука, получаю, ладно. Окей. Ну, как бы, так сказать, не шути с колхозником. Все очень просто ведь. Вот ты как бы не шутил, пошутил с колхозником, и где теперь, так сказать, ты? И твое хваленое вот это вот все. О, последний синенький. Вот эта вот рандомность, конечно, выпадения кубов из этих рук удручает. Просто потому что, блин. О! Что? Что это? Что за буллинг огнем начался? Так, давайте-ка вот так вот. Попытаемся это дело обойти. Но хотя бы не распространяется, как вот эта вот зараза Голдена и прочие, сука, приколы местные. Потому что зараза Голдена прям что паскудно вообще распространялась. Камни тупо бежали за тобой, ну и как бы и хрен бы с ним. Ну бегут и бегут. Мне, кстати, интересно, они бы меня обогнали в один момент или нет? Вопрос. Вопрос, так сказать, на засыпку. Ой-ой-ой. Слушай, а миньоны горят? Да, горят. Ну, теперь мы это знаем. Что я могу сказать? Конечно, все там сейчас сгорели. Ладно. Не будем о грустном. Никто, кроме людей, не может извлечь из бойни прибыль. Почему? А как же мы? Хотя я думаю, что я-то, наверное, человек. Великолепная работа. Вернемся в склеп и обсудим дальнейшие действия. Какой склеп? Это же бездна. Бездна же. Я же знаю, что это бездна. Ой, эти эльфийские статуи богини матери. Не, вот это, подожди, вот это богиня матери. Вот это вот, да? А то было кто? Ну, наверное, тоже кто-то эльфийский. Судя по всему. Потому что, ну, я как подозреваю, что у них... засветилось. Все очень радуются. Теперь у сферы есть глаз. Окей, сердце бездны, теперь глаза стало. И оно теперь что делает? И оно теперь... Ёб твою мать, спасибо за зарядку. Сколка простофиля. Власть этого. Хочется украсть это место вместе с вашим паршивым маленьким другом, конечно. Ёб твою мать, что это было? Почему он вылез изо рта у Гнарла? А где истинный Гнарл? Но он же типа жив, и это я точно знаю. Чё? Просто что, сука?
Это было невыносимо ужасно, как во сне. Бедный мистер Гнарл, они, должно быть, схватили его. Тем не менее, это значит, что Спаркл по-прежнему держит его в плену. Эти паладины, кажется, орудовали в Лохомрачье. Ну да. Я слышал, что туннели канализации могут привести нас вплоть к их штаб-квартире, властному Ореолу. Бьюсь об заклад, что они держат его там. Проверьте карту и двигайтесь к канализации. Мы можем вернуться, мистер Гнарл и Сердце Бездны, прежде чем... Что? Прежде, пока все не стало плохо совсем, видимо. А тем временем, слушай, всего лишь 27 минуток. А может быть мы пойдем Гнарла, освободим? Это... Что-то мне подсказывает, это как раз конец второго акта будет. Наверное. Что? А мы уже закончили второй акт. Ну тогда все, третий акт. А третий акт увидишь в следующей серии. Ну, удачно, видишь как. Так, мы не можем купить новый меч. Мы можем что? Можем пойти посмотреть шляпки для прихвостней. В прошлой, собственно, сука, не хватает на ушанку. Хочу ушанки всем прихвостням. Хочу одеть их всех в ушанки, чтобы они были классными ребятами. Собственно. Так. И чего у нас много? Прям вот много. Давайте мы это потратим. 108, по-моему, там 150 это улучшение. Вот 180, этого должно хватить на то, чтобы прокачать, допустим, кого-нибудь из ребятушек. Сука. Я не хотел, ну да ладно. Зеленый будет наносить больше урона в битве, я согласен. Так, давайте красных чуть-чуть, да? Больше урона взрывами пусть будет. И что там? Да, ну да. У бурых сколько? 35 стоит. Ну, этих там вообще дорого. 55, да? Все, красный, зеленый, много урона, все хорошо. Жизнь, сука, я до сих пор не могу отойти от единорога, которые были с изо рта у Гнарла, и это вообще какая-то блять, просто помогите. Ладно, собственно, сегодня на этом все. Значит, а ты, мой дорогой друг, очень сильно, пожалуйста, жди следующей серии, где будет наконец-то третий акт. Идем освобождать нашего любимого ворчуна Гнарла. Гарла. Я забываю постоянно, как его зовут. Неважно. Вот. Поэтому сейчас ты можешь что сделать? Как бы не можешь сказать, что, сука, следующую серию дай, потому что, как бы, я тебя не услышу. Вот. А к тому моменту, как ты это сможешь написать в комментариях, чем можешь, собственно, сейчас заняться, она уже будет снята и будет ждать, собственно, от тебя, родимого. Вот. И как бы дальше иди ставь лайк, потому что я так сказал. Можешь еще подписаться на канал, поставить колокольчик. А мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующих сериях. С тобой был Гример. Очень рад был с тобой провести это время. Увидимся и до скорых встреч.